Здравствуйте, коллеги! Посмотрите на токарный станок. Сегодня более 80, а то и 90% всей токарной обработки выполняется сменными многогранными пластинами. Мы привыкли полагаться на проверенный временем твердый сплав. Он прочен, предсказуем и знаком каждому из нас с первого курса или с первого дня работы в цехе. Но технологии не стоят на месте. Современное машиностроение требует таких скоростей и мощностей, перед которыми привычные материалы начинают пасовать. Именно здесь на сцену выходит новый лидер, готовый полностью перевернуть наше представление о производительности. Что же это за материал, способный бросить вызов классическому твердому сплаву? Этот материал называется режущая керамика. Это не та бытовая керамика, из которой делают посуду, а высокотехнологичный, сверхтвердый инструментальный материал, созданный специально для экстремальных условий фрезерных и токарных работ. Внедрение керамики в металлообработку стало настоящим спасением для производств любого масштаба. Она позволяет колоссально поднять скорость резания и в разы увеличить стойкость инструмента. Да, кажется невероятным, что хрупкий на первый взгляд материал может работать дольше твердого сплава. Но в каких именно технологических операциях этот прорывной материал раскрывает свои лучшие качества на все 100%? Идеальной стихией для керамических пластин является именно токарная обработка. Технологии всего мира рекомендуют использовать их при работе со сложными углеродистыми и легированными сталями, а также при точении чугуна. Это невероятно широкий спектр заготовок, составляющий основу любого машиностроительного производства. Керамика буквально вгрызается в металл на огромных скоростях, превращая тяжелую работу в легкую прогулку. Казалось бы, бери инструменты, запускай станок. Но в реальных цеховых условиях нас подстерегает коварный и невидимый враг, способный в секунду разрушить даже самый прочный резец. Знаете ли вы, о какой именно угрозе я сейчас говорю? Этот невидимый враг – тепловой удар. В процессе точения температура в зоне резания меняется волнообразно. Представьте резкое прерывание резания при обработке деталей с пазами или внезапный перебой в подаче смазочно-охлаждающей жидкости. В этот момент режущая кромка испытывает колоссальный температурный шок, мгновенный переход от адского жара к относительному холоду. Такие температурные качели создают внутри материала дикие внутреннее напряжение, и наш привычный надежный твердый сплав реагирует на эти циклы крайне болезненно. Но что конкретно происходит с твердосплавной пластиной в этот критический момент? Давайте разбираться. При тепловом ударе классический твердый сплав начинает стремительно разрушаться. Внутри его структуры мгновенно возникают микроскопические термические трещины. При каждом последующем ударе или выходе из контакта эти трещины расширяются, превращаясь в глубокие сколы. В итоге катастрофический выход инструмента из строя прямо посреди ответственной операции. Испорченная деталь и простое дорогостоящего оборудования. Это неизбежная плата за физические ограничения твердых сплавов при тепловом шоке. Но неужели наука не нашла способа обуздать эту разрушительную термическую нагрузку? Выход есть. И это именно режущая керамика. Она обладает принципиально иной физической природой и демонстрирует потрясающую стойкость к тепловому удару. Даже при самой интенсивной эксплуатации в прерывистых режимах керамическая пластина сохраняет свою целостность, гарантируя высочайшую надежность процесса. Ей не страшны резкие перепады температуры, сбои в охлаждении. Но высокая надежность – это лишь половина дела. Как технологов, нас с вами всегда волнует качество готовой детали. Как эта уникальная термическая стойкость керамики влияет на чистоту и точность обрабатываемой поверхности. Секрет кроется в уникальной способности керамической пластинки сохранять свою первоначальную геометрию на протяжении огромного времени работы. Износ происходит невероятно медленно и равномерно. Это позволяет получать детали с идеальной точностью и великолепной шероховатостью. Вам больше не придется постоянно корректировать размер на станке или бороться с шероховатостью. Керамика обеспечивает стабильный, предсказуемый, блестящий результат от первой до последней детали в партии. Но за счет каких именно внутренних физических механизмов режущая кромка керамики выдерживает такие жесткие
условия. Все дело в феноменальной жаропрочности и теплостойкости керамики. При повышении температуры в зоне резания физические свойства инструментальных материалов меняются. Традиционные сплавы при нагревании начинают размягчаться, теряя свою твердость как пластилин. Но керамический инструмент разработан так, что при колоссальнейшем нагреве падение его твердости и прочности минимально. Оно буквально расцветает там, где другие плавятся. Давайте обратимся к точным инженерным данным и посмотрим на графике, как именно ведут себя эти два конкурирующих материала в условиях экстремальной температурной дуэли. Графики у нас впереди, но для начала я напомню тебе, что у меня есть закрытый Boosty канал, где я публикую подробные разборы технических тем, которых нет на YouTube. Заходи, ждем только тебя. Ссылка в первом закрепленном комментарии и описании. Посмотрите на график зависимости твердости материалов от температуры нагрева. В самом начале при комнатной температуре кривые твердого сплава и керамики находятся практически на одном уровне. Но как только температура начинает ползти вверх, начинается самое интересное. Твердость обычного сплава падает стремительно и пропорционально росту температуры, а вот линия керамики остается практически горизонтальной и стабильной, даже в области высоких температур. Твердый сплав проиграл эту битву. Но как обстоят дела с прочностью на разрыв? Неужели и здесь керамика безоговорочно одержит победу? А вот здесь графики преподносят нам настоящий сюрприз. Если мы сравним исходную прочность на разрыв при нормальной температуре, то видим, что твердый сплав находится далеко впереди. Он значительно прочнее и пластичнее хрупкой керамики в обычных условиях. На первый взгляд кажется, что твердый сплав безоговорочный лидер по прочности и использовать керамику слишком рискованно. Но это классическое заблуждение технологов-новичков. Ведь в процессе резания температура в рабочей зоне мгновенно взлетает до сотен градусов. Что же происходит с прочностью соперников в этот момент? Как только температура в зоне резания преодолевает критическую отметку, прочность твердого сплава начинает лавинообразно снижаться. В итоге он полностью проигрывает керамике по этому параметру в реальных рабочих условиях. Керамическая же пластина показывает высочайшую стабильную прочность во всем диапазоне высоких температур. В эпицентре температурного ада сохраняется свойство без изменений. Теория предельно ясна. Но как применить эти знания на практике в реальном цеху? Какие конкретно марки керамических сплавов созданы инженером под наши специфические производственные задачи? Давайте разберем самые популярные и эффективные марки. Первый в нашем списке сплав 6160. Эта марка специально оптимизирована для обработки сложнейших материалов на основе никеля в относительно стабильных условиях резания. Она отличается высочайшей надежностью и предсказуемым износом. Главная фишка этого сплава – его великолепная стойкость к образованию проточек по глубине резания, что обычно является главной головной болью всех инженеров. Но что делать, если перед нами заготовка, которая уже прошла черновую обработку и требует деликатного, но производительного точения? Для работы по предварительно обработанным поверхностям инженеры создали сплав SS6060. Он разработан для обеспечения максимальной производительности в стабильных условиях резания. Эта марка позволяет добиться идеальной точности размеров и шелковистой чистоты обработанной поверхности буквально за один проход. С ней процесс получистовой обработки становится невероятно быстрым и экономически эффективным, что немаловажно. Однако в машиностроении бывают операции с запредельными просто нагрузками. Например, обработка глубоких канавок. Справится ли обычная керамика с таким вызовом, или здесь нужен особый секрет? Для самых тяжелых условий, таких как точение и обработка канавок, используется уникальный сплав 670. Это не просто керамика, а композит на основе оксида алюминия, армированный нитевидными кристаллами. Представьте себе бетон, укрепленный стальной арматурой, только на микроуровне. Эти кристаллы придают сплаву феноменальную, великолепную прочность, блокируя любые микротрещины. Это делает сплав 670 идеальным выбором для ударных нагрузок и канавочных операций. Но как решить задачу чистовой обработки сложных фасонных поверхностей жаропрочных сплавов? Для
финишного триумфа у нас есть тяжелая артиллерия. Сплав СС-60-165 идеально оптимизирован для обработки сложнейших поверхностей жаропрочных материалов на высоких скоростях. А для прецизионного чистового точения применяют ультратехнологичный сплав CB5070 на основе кубического нитридобора. Они обеспечивают ювелирную точность и идеальное качество деталей аэрокосмического уровня. Теперь, когда вы знаете все секреты и преимущества режущей керамики перед твердым сплавом, готовы ли вы сделать шаг в будущее и внедрить эти технологии на своем производстве уже завтра? Обязательно пишите об этом в комментариях, порассуждаем. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно дизлайки, если не понравилось. Переходите на Boosty и всем добра. Пока-пока.